Глава 8. Комнат у нас больше нет. К вечеру паром обжился их присутствием так, будто они были здесь всегда. Каюта уже перестала казаться гостиничным номером и стала больше напоминать аккуратно упакованную коробку, где все на своих местах: чемоданы, книги, паспорта в ящике. За стеной все так же дрожал корпус и шуршал воздух в вентиляции. «Пойдем выпьем чего-нибудь», — предложил Томас, глядя на часы. «Кофе, чай, посмотрим, как они тут кормят». Анна кивнула. Сидеть в каюте, прислушиваясь к гулу, не хотелось. Они вышли в коридор, поднялись на палубу с общим залом. Там был свой мир. Ряд кресел у больших окон, столики, барная стойка, холодильники с напитками, стойка с подносами. Люди уже заняли позиции, дети с планшетами, подростки с наушниками, компании взрослых с пластиковыми стаканами в руках. Телевизор в углу показывал новости без звука, музыка из динамиков была нейтральной, чтобы не мешать никому и не нравиться никому особенно. Запахи смешались: кофе, жареные сосиски, сладкая выпечка, немного дешевого алкоголя и морской воздух, который все равно пробивался через двери на палубу. «Сядь где-нибудь», — сказал Томас. «Я возьму кофе. Какой тебе?» «Обычный, без молока», — ответила она. Он кивнул и ушел к стойке, оглядывая ассортимент и таблички с ценами. Анна выбрала столик у окна, не самого края, но так, чтобы видеть море. Столик был маленький, чуть шатающийся, стулья пластиковые. Она села, положила телефон рядом, не разблокируя. Смотрела то на людей, то в окно. Море там было спокойным, серо-синим, с длинными полосами света. На горизонте ничего, только линия, которая могла быть и границей, и условностью. Томас вернулся с подносом. 2 бумажные чашки, печенье, какой-то завернутый в бумагу бутерброд. «Я взял 1 на 2, — заметил он. «Если будет невкусно, будем страдать вместе». «Демократия страдания», — отозвалась Анна. Он сел напротив. Чашки оказались горячими. Картон обжигал пальцы. Томас распаковал бутерброд, посмотрел на него критически. «Визуально это еда», — сказал он. «На вкус узнаем». Он говорил ровно, без попытки сделать из этого шутку вечера. Комментарии про расписание последовали почти сразу. «Завтра к вечеру будем на Крите», — напомнил он. «Здесь, кажется, завтрак включен, ужин по меню. Хочешь, можем утром встать пораньше, чтобы не в очереди стоять». «Посмотрим», — сказала она. «Я еще не решила, хочу ли быть голодной или среди людей». Он кивнул. Для него такие вещи, как время завтрака и система питания, были частью общей карты. Как устроено все вокруг. Для нее сейчас это казалось второстепенным шумом. Она смотрела на него и думала, насколько отлаженной стала их совместная жизнь. Он автоматически взял на себя всю логистику. Билеты, маршруты, время, очереди, тарелки. Ей было удобно, ей ничего не нужно было решать. Но удобство ощущалось как одеяло, которое кто-то набросил сверху. Плотное, правильное, ограждающее от сквозняка, но так, что под ним иногда трудно вдохнуть глубже. Она перевела взгляд на людей вокруг. За соседним столом мужчины с ребенком обсуждали, какой мультфильм включить. В углу компания молодых людей громко спорила, стоит ли покупать еще пиво. Пожилая пара делила между собой кусок пирога, аккуратно, маленькими укусами. Томас что-то говорил про расписание прибытия и отъезда, про то, сколько времени займет дорога от порта до отеля. Она кивала в нужные моменты, но внутри была уже не в этом разговоре. «Ты слушаешь?» — спросил он, заметив ее взгляд в сторону. «Слушаю», — ответила она, — «просто параллельно рассматриваю местную фауну». «Фауна, которая ест бутерброды и не пристегивается?» — усмехнулся он. Она улыбнулась в ответ, но улыбка прошла по поверхности. Возле ближайшей колонны было несколько розеток. К ним тянулись люди с зарядками, образуя легкий беспорядок из проводов. Одна из розеток была свободна. Анна достала зарядку, посмотрела, шнур был коротким, до их столика не дотянется. Она встала, подошла ближе, оценивая расстояние.
Возле розетки стояла женщина в светлой куртке и с черным рюкзаком, та самая, которую Анна запомнила в порту. Короткие темные волосы мягко ложились вокруг лица. Лицо было не ярким, но запоминающимся. Чистая кожа, почти без макияжа, темные глаза, которые цеплялись за людей, а не за экраны, и тонкая морщинка у губ, как у человека, который чаще сдерживает улыбку, чем раздает ее всем подряд. Женщина держала в руках телефон, но не заряжала его, просто вертела, глядя куда-то поверх людских голов. «Извините», — сказала Анна по-русски, не успев переключиться на английский. Женщина повернулась, улыбнулась не широко, но тепло. «Конечно», — ответила она по-русски же. «Я пока просто стою, размышляю о смысле жизни». «Значит, розетку можно занять», — заметила Анна. «На здоровье», — ответила женщина. «Я Лена, если что». Имя прозвучало просто, без паузы на эффект. Анна кивнула. «Анна», — представилась она, — «мы тоже из Гамбурга». «Тоже?» — в голосе Лены появился живой интерес. «Я угадала потому, как вы с мужем-шефом по-немецки улыбнулись». Анна коротко рассмеялась. «Возможно», — сказала она. «Мы просто в какой-то момент начали улыбаться одинаково на всех языках». Лена усмехнулась. В ее взгляде была та самая собранность, как у человека, который давно уже сам себе и начальник, и сотрудник. «Я там уже 10 лет», — сказала Лена, — «вечно мокрый город. В первый год думала, что так только в фильмах бывает». «Мы чуть меньше», — ответила Анна. «Я до сих пор удивляюсь, как люди там добровольно сидят на набережных». Томас подошел с подносом поближе, увидев, что Анна разговаривает с кем-то. «Нашла родную душу?» — спросил он по-немецки. Потом сообразил и перешел на русский. «Здравствуйте». «Скорее родной климат», — ответила Лена. «Лена, мы из Гамбурга». «Томас», — представился он. «Тоже Гамбург». Он поставил поднос на стол, кивнул в сторону Лены. «Присоединяйтесь, если хотите. Мы пока изучаем местные гастрономические ужасы». «Я с радостью», — сказала Лена. «У меня как раз есть кофе, но нет компании». Они сели троем за один столик. Лена поставила свою бумажную чашку рядом, сняла рюкзак и опустила на пол. «Надолго?» — спросила она. «Неделя», — сказал Томас. «Афины, Крит, назад. Стандартный маршрут для тех, кто решил, что пора выбраться». «Вот оно, это слово», — улыбнулась Лена. «Выбраться». Анна отметила, как естественно у нее это прозвучало. Без тяжести, без кавычек. «А вы?» — спросила она. «Я на Крит на пару недель. Немного работы, немного отдыха. Смешанный жанр». Анна чуть подалась вперед. «Работа?» — спросила она. «Вы кем?» «Немного дизайн, немного консультации. Живу между проектами, как все фрилансеры. У вас, судя по ноутбуку и виду усталости, примерно так же?» Анна рассмеялась уже по-настоящему. «Почти», — сказала она. «Я делаю людям красивые квартиры, в которых они потом боятся жить. А я иногда делаю людям тексты, которые они боятся читать. В этом что-то есть». Томас слушал, улыбаясь, но почти не вмешиваясь. Он больше наблюдал, как Анна разговаривает, как у нее меняется голос, как оживляются глаза. Взгляд становился острее, движение свободнее. Она то откидывалась на спинку, то наклонялась вперед, и в этом было чуть больше жизни, чем за последние месяцы дома. Он поймал себя на мысли, что давно не видел ее такой. Первой реакцией был легкий укол, как будто на мгновение он оказался по другую сторону стекла. Следующая — привычная рационализация. Люди по-разному ведут себя с мужьями и с новыми знакомыми. Хорошо, что ей не приходится все время быть в состоянии «жена рядом с усталым инженером». От этого стало легче, но не до конца. Небольшой осадок остался, как след от отпечатка, который потом еще долго виден на коже. «Excuse, я отойду», — сказал он. «Посмотрю, нет ли чего-нибудь съедобного еще. Вам что-то принести?»
Анна и Лена по очереди сказали, что им достаточно. Томас ушел к стойке. «Он спокойный», — заметила Лена. «Это редкость». «Он просто устал», — ответила Анна, — «и привык все организовывать». «Привычка все организовывать — хороший способ не сойти с ума», — сказала Лена. «Я тоже была такой, пока не перестала успевать все держать». Она сказала это спокойно, как факт, а не как исповедь. «Перестали и как?» — спросила Анна. «Сначала нехорошо», — честно призналась Лена. «Потом оказалось, что много чего можно и не держать. Мы долго все откладывали. Поездки, разговоры, решения. А потом в какой-то момент оказалось, что часть уже не актуальна. Я теперь, если шанс есть, стараюсь не тянуть. Не из героизма, просто чтобы потом не сидеть с этим «ну да, опять». Она сделала глоток кофе, словно речь шла о чем-то привычном, вроде покупки билета пораньше. Анна ничего не ответила. Фраза легла внутрь почти без сопротивления, как пазл в уже готовое место. Она сразу вспомнила свое же «мы слишком давно не делали ничего неизвестного». Только у Лены это уже было пройденным этапом, у нее еще нет. Томас вернулся с тарелкой, на которой было что-то еще из местного фастфуда. «Героика продолжается», — сообщил он. «Я нашел еще один эксперимент». «Вы смелые», — заметила Лена. «Я теперь в путешествиях предпочитаю рисковать только маршрутами, а не едой». «Это наш совместный компромисс», — сказал Томас. «Анна выбирает красивые маршруты, я — сомнительные бутерброды». Они посидели еще немного. Разговор плавно съехал на погоду. Гамбургский ветер, перебежки между дождями, обсудили, кто в каком районе живет, какие маршруты любят, как выбирают рейсы. Потом Лена поднялась. «Я пойду проветриться наверху», — сказала она. «Увидимся еще. Корабль небольшой». «Увидимся», — ответила Анна. Когда Лена ушла, Томас посмотрел на Анну поверх чашки. «Неплохая», — заметил он, — «в меру циничная». «Это у нас профессиональное, еще и по погоде совпали». Она сделала глоток кофе, возвращаясь мыслью к одному обрывку их разговора, но вслух не стала его повторять. Позже, когда они вернулись в каюту, Томас лег на кровать, заложив руки за голову, и глядел в потолок. Это Лена сказала, что они все откладывали, а потом многое стало как будто уже поздно. Все-таки произнесла Анна. Знакомая история. Это сейчас модная мантра. Про надо все успеть, пока мир не рухнул. Он замялся на секунду, потом добавил. Иногда я думаю обратно. Если начать дергаться во все стороны, можно все развалить быстрее. У меня половина жизни построена на том, чтобы ничего не полетело. Фраза прозвучала чуть честнее, чем он, кажется, рассчитывал. В ней было не только про станки и бюджеты, немного и про них. «И как с этим жить?» — спросила Анна. «Пока никак не придумал», — признался он. «Поэтому держусь за то, что работает. Может, это трусость, но я с ней хотя бы знаком». Он сказал это без улыбки. Потом перевел разговор в сторону, спросив про ее клиентов и то, как они реагируют на ее отъезд. Она ответила, не пытаясь возвращать тему. Вечером они снова вышли наверх. В общем баре было шумнее, кто-то уже налил себе вина или пива, музыка звучала чуть громче, дети бегали по кругу, пока их не ловили родители. В одном углу несколько человек играли в карты, в другом обсуждали что-то взахлеб на итальянском. Анна увидела Лену у стойки. Та разговаривала с кем-то из экипажа, смеялась, что-то записывала в телефон. Их взгляды пересеклись. Они коротко кивнули друг другу. Никакого специального жеста, просто признание знакомого лица в толпе. Томас в это время смотрел на Анну, не на Лену. Он отмечал, как ее лицо чуть меняется, когда она смотрит вокруг, не как уставший пассажир, а как человек, которому интересно, что будет дальше. Она не пряталась в телефон, не проверяла почту, а просто была здесь. «Хочешь на палубу?» — спросил он. «Хочу», — ответила она. «Здесь слишком много людей и слишком мало воздуха». Они вышли наружу.
Ветер стал сильнее. Волосы Анны чуть растрепались. Небо темнело, оставляя на горизонте тонкую полоску света. Море стало почти черным, но часть волн еще ловила остатки заката. На палубе людей было меньше. Кто-то курил, стоя подаль, кто-то делал фотографии. В стороне Анна заметила силуэт Лены. Та стояла, оперевшись о поручень, с поднятым воротником куртки. Но Анна не пошла к ней. Повернулась к другой стороне, к тем еще не освещенным огням. Томас постоял рядом, потом сказал: «Я пойду посмотреть, во сколько нас завтра начнут поднимать на высадку», кивнув в сторону внутреннего табло. «Хочу понимать, насколько рано ненавидеть будильник». «Иди», — сказала Анна. «Я еще немного постою». Он ушел внутрь. Дверь за ним закрылась, приглушив шум. Остался гул двигателей, шорох ветра и редкие голоса. Анна облокотилась о поручень, вдохнула поглубже. Воздух был влажным и прохладным, и от этого в груди стало чуть свободнее. Она смотрела на темную воду, на редкие вспышки света, на гребнях волн, и прислушивалась к себе. Внутри было необъяснимо неспокойно. Не так, как перед ссорой или перед важным разговором, а как перед чем-то, форму которого еще нельзя разглядеть. Движение ощущалось не только под ногами. Будто где-то под кожей тоже чуть сместилось. На долю градуса, не больше. Пока этого было достаточно, чтобы заметить, и недостаточно, чтобы назвать. Она постояла еще немного, пока пальцы не стали остывать от ветра. Потом оттолкнулась от поручня и пошла обратно, к двери.